Трамп ищет выход из войны с Ираном. 5 месяцев боев, ни одна цель не достигнута, и всего 29% американцев одобряют его действия. Тегеран уверяет, что переговоров с Вашингтоном не просит. Во вторник Трамп примет сразу двух воюющих союзников – Нетаньяху и Зеленского. Зеленский везет доказательства, что Москва помогает Ирану. Путин третьи сутки заочно отвечает Токаеву. Оказывается, война принесла России экономическое процветание. Ким Чен Ын с женой и дочерью празднуют победу деда Ким Ир Сена над Америкой. Мегапожары в Испании и Франции – новая реальность. Они способны изменять климат на континенте. А польская Гдыня вместе с берлинским лесным поселком Бруно Таута попали в список наследия ЮНЕСКО. Но с первого раза можно и не понять, за что. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Кризис в администрации Трампа. Президент США Дональд Трамп не может найти приемлемый выход из войны с Ираном, пишет сегодня Нью-Йорк Таймс. Через 5 месяцев после начала полномасштабной операции ни одна из главных целей не достигнута. Ядерная программа не уничтожена, смены власти в Тегеране не произошло. Подписанное Трампом 17 июня перемирие продержалось 2 недели. Теперь Белый дом рассматривает 3 варианта. Новые массированные удары, усиление экономической блокады или объявление победы и вывод войск. Эскалация, по оценке американской разведки, не заставит Иран пойти на переговоры, но может привести к массовой гибели мирных жителей. Кроме того, запасы американских ракет-перехватчиков сократились до критического уровня. Санкции действуют медленно и требуют постоянного военного присутствия. А уход оставит Ирану обогащенный уран и фактический контроль над Ормузским проливом. Война уже разогнала нефтяные цены, ударила по рынкам и становится все менее популярной. Действия Трампа одобряют только 29% американцев. В пятницу он вновь отказался от крупной эскалации и теперь ищет возможность выйти из конфликта, не признав поражения. Тегеран утверждает, что полностью контролирует Ормузский пролив и не добивается переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багай. После 13 ночей ударов президент США Дональд Трамп приостановил кампанию. Командование доложило, что она достигла предела возможного. Иран обещает соблюдать паузу, пока США не возобновляют атаки. Мы считаем Соединенные Штаты ответственными за военную агрессию против Ирана, военную агрессию, начавшуюся 28 февраля. Разумеется, мы также не можем оставить без внимания участие некоторых стран региона в этой военной агрессии. С самого начала мы заявляли, что не имеем отношения к конфликту между Украиной и Россией. Действия Украины также были абсолютно незаконными и необоснованными, противоречащими Уставу Организации Объединенных Наций. Это опасная авантюра, которая, безусловно, не останется без нашего ответа. Мы никогда не позволяли и никогда не позволим Соединенным Штатам определять, когда должна быть война, а когда мир. Мы будем защищаться, когда этого потребуют наши интересы и обстоятельства. Когда мы сочтем, что можем использовать дипломатию как инструмент защиты национальных интересов, мы, безусловно, ею воспользуемся. Это переговоры между Ираном и Оманом. В пятницу и субботу состоялось несколько раундов. Это были полезные переговоры о порядке прохода судов через Ормузский пролив. Опрошенные иранским агентством пропаганды на зарубежные страны ВАНа, иранцы утверждают, что не доверяют Оману и другим арабским государствам, считая их неспособными противостоять США. Тегеран, тем не менее, обсуждает с Оманом соглашение об Ормузском проливе. Иран контролирует северный берег, Оман – южный. Иранские власти утверждают, что пролив остается под их контролем. Разумеется, правительство Омана согласилось бы, но ему этого не позволят, потому что Оман не считает себя способным противостоять Соединенным Штатам или Израилю. Оман для нас ничем не отличается от остальных арабских стран. Изменилось только название, а так все они – чужаки, предатели и подлецы. Нам нечего им сказать. Ормузский пролив принадлежит Ирану. И точка. Либо мы живем свободно и сами принимаем решения, либо ни одна страна не имеет права быть свободной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен приехать в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, несмотря на критику мэра города Захрана Мамдани. Нетаньяху обвинил его в разжигании ненависти и запугивании еврейской общины. Одновременно премьер предупредил Тегеран. На прямую атаку или удар через союзные группировки Израиль ответит очень жестко.
Нет, меня это не беспокоит, и я, безусловно, намерен приехать. Я выступал там практически каждый год. Не каждый, но почти каждый год за время пребывания на посту премьер-министра. Помешать могут только обстоятельства, связанные с безопасностью. Но если этого не произойдет, а я не ожидаю, что на этот раз возникнут такие обстоятельства, то да, я намерен приехать в Нью-Йорк. И думаю, это показывает, на чем мэр Нью-Йорка основывает свою позицию. На этих преступных сфабрикованных обвинениях. Именно их он использует. Посмотрите, что он делает. Он разжигает ненависть. Он должен быть мэром для всех жителей Нью-Йорка. Евреев, христиан, мусульман, для всех. Но он пытается натравить одну группу на другую, насаждает ненависть и страх. Я разговариваю с американскими евреями в Нью-Йорке, и сейчас они напуганы. Не думаю, что это случайность. На следующий день после его речи, разжигавшей ненависть к Израилю и ко мне, еврея, выходившего из синагоги, ранили ножом, по-моему, с криком «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!». И вы знаете, что это означает? Я считаю это позором. Все происходящее очень плохо для Нью-Йорка и, думаю, очень плохо для мира. Но, отвечая на ваш вопрос, я намерен приехать, сказать правду и выступить с трибуны Организации Объединенных Наций в защиту Израиля и Американо-Израильского союза. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Дамаск добивается соглашения с Израилем о безопасности при участии нескольких государств. Успешная договоренность может открыть путь к переговорам о всеобъемлющем мире. При этом Сирия, подчеркнул аш-Шараа, не откажется от своих прав на Голландские высоты. Мы пытаемся достичь с Израилем соглашения в сфере безопасности, привлекая к этому большое число стран и оказывая давление на Израиль, чтобы он проводил сбалансированную политику в отношении Сирии. Если соглашение в сфере безопасности будет успешным, если Израиль станет его соблюдать, и сирийская сторона выполнит все условия соглашения, которое может быть заключено позднее, это способно открыть путь ко второму этапу переговоров о всеобъемлющем мире, но без отказа Сирии от ее законных прав на оккупированные голландские высоты. Во вторник президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне переговоры сразу с двумя воюющими союзниками – премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским. Также ожидается, что и Зеленский, и Нетаньяху примут участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Нетаньяху прибывает в США в понедельник. Главные темы – Иран, безопасность региона и дальнейшие действия в секторе Газа. Встреча пройдет после 5 месяцев американо-израильской войны с Ираном и решения Трампа приостановить удары после 13 ночей бомбардировок. Израиль настаивает на сохранении военного давления, Вашингтон ищет дипломатический выход и экономит перехватчики. Зеленский прилетит после переговоров с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом. В Белом доме он обсудит американскую военную помощь и предложение о прекращении воздушных ударов между Россией и Украиной. По данным британской прессы, Зеленский также представит сведения о передаче Москвой разведданных Ирану. Президент американской стратегической группы Брайан Кеннеди заявил, что сотрудничество России и Ирана не удивит Белый дом. Москва и Тегеран состоят в стратегическом союзе почти 3 десятилетия. Однако обострение между Украиной и Ираном, по его словам, создает угрозу расширения войны и вовлечения других европейских стран. Брайан, спасибо, что согласились поговорить с нами сегодня утром. Зеленский написал в соцсети X, что Россия теперь помогает Ирану в этой войне. Меняет ли это действия Соединенных Штатов в Иране? Возрастает ли для Америки риск конфронтации с Россией? Доброе утро, Эшли. Не думаю, что это что-либо меняет. Россия и Иран состоят в стратегическом союзе уже почти 3 десятилетия. Поэтому никто в Белом доме не удивится тому, что россияне и иранцы действуют сообща. Опасение вызывает возможность втягивания остальных европейских стран в более масштабную войну. Президент, безусловно, хотел бы завершить войну между Украиной и Россией. Он неоднократно об этом говорил. И его стратегическое чутье в этом вопросе совершенно верно. Президент также хотел бы завершить войну в Иране. Поэтому он будет следить за тем, чтобы заявления господина Зеленского не привели к еще большему расширению войны. Дональд Трамп действительно шел на выборы, обещая завершить войну России против Украины.
Зеленский утверждает, что располагает доказательствами сотрудничества России и Ирана и собирается представить их Трампу. Мы всегда знали, что наши противники взаимодействуют, но теперь они делают это практически открыто и уже почти не пытаются скрывать. Что это означает для дальнейшего развития войны? Нельзя забывать также о Китае и Северной Корее. Все больше противников фактически объединяются против Америки и ее союзников, причем делают это совершенно открыто. Это очень важное замечание. Иранская ядерная программа почти 30 лет развивалась при участии российских, китайских и северокорейских специалистов, в значительной степени при содействии Северной Кореи. Поэтому ни для кого в Белом доме, тем более для президента, это не станет неожиданностью. Все это происходит открыто. Нам необходимо обеспечить достаточную защиту от иранских баллистических ракет. Либо уничтожать их возможности ударами, как это делает президент, либо развивать противоракетную оборону. Иранские, северокорейские, российские и китайские баллистические ракеты не должны угрожать Соединенным Штатам. Мы давно знаем, что наши противники сотрудничают. Ожидаем этого и готовы к этому. Я хотела бы коротко остановиться еще на одном вопросе. В Соединенных Штатах говорят о намерении вывести обогащенный уран с подземных ядерных объектов Ирана. Это кажется довольно рискованной операцией. Что может пройти успешно, а что может пойти не так? Для вывоза высокообогащенного урана из Ирана потребовались бы тысячи американских военнослужащих. На мой взгляд, такую операцию проводят после войны, а не во время нее. Тысячи американских солдат на территории Ирана стали бы целями для иранских баллистических ракет. Генерал Дэн Кейн уже говорил, что у нас может не хватать перехватчиков для отражения подобных ударов. Поэтому президенту следует рассмотреть все варианты. В частности, можно продолжить уничтожение ядерных объектов, включая комплекс под горой Пик-Экс, и как минимум лишить Иран доступа к высокообогащенному урану. Необходимо гарантировать, что Тегеран не сможет использовать его при разработке баллистических ракет и ядерного оружия. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам не стал утверждать, что доверяет президенту США Дональду Трампу. В интервью BBC он назвал их первый телефонный разговор хорошим, а самого Трампа — доброжелательным, но подчеркнул: в случае разногласий поставит интересы Великобритании на первое место. Мы один раз разговаривали по телефону, и это был хороший обмен мнениями. Я всегда сужу о людях по собственным впечатлениям от общения с ними. Я придерживался этого принципа всю жизнь, и в понедельник он показался мне очень доброжелательным. Но, разумеется, мы продолжим выстраивать наши отношения по мере дальнейшей работы. Но на данный момент вы все же не уверены, что можете доверять ему как лидеру другой страны? Мир меняется, не так ли? Поэтому необходимо оценивать происходящее по мере развития событий. Я не могу утверждать, что ни при каких обстоятельствах не займу отличную от него позицию. То есть вы готовы открыто возразить Дональду Трампу, если сочтете это правильным? Разумеется, все лидеры должны быть к этому готовы. Прежде всего, необходимо защищать национальные интересы собственной страны. Я всегда буду ставить интересы Великобритании на первое место. Бёрнам также отказался обещать увеличение оборонных расходов до 3% ВВП к 2030 году, хотя ранее этого требовал нынешний министр финансов Джон Хилли, и разногласия по этому поводу также стали одной из причин отставки предыдущего главы правительства Кира Стармера. Новый британский премьер подтвердил лишь согласованную с НАТО цель — 3,5% к 2035 году. Когда ваш канцлер казначейства занимал пост министра обороны, он совершенно ясно, черным по белому заявил, что наша страна не будет в безопасности, если премьер-министр не обязуется к 2030 году довести оборонные расходы до 3% национального дохода. Готовы ли вы прямо сейчас дать такое обещание ради нашей безопасности? Назначая нового канцлера казначейства, я прекрасно знал, что он говорил о критической важности оборонных расходов.
Первая задача, стоящая перед нами обоими, обеспечить полное финансирование плана оборонных инвестиций. Нам необходимо проработать этот вопрос при подготовке бюджета, который будет представлен позднее, в этом году. Но Джон Хилли четко зафиксировал конкретное обязательство. К 2030 году расходы должны составлять 3%. Вы готовы взять на себя это обязательство или пока нет? Я полностью привержен обязательствам, которые мы взяли на себя перед партнерами по НАТО. Именно этого обязательства я и буду придерживаться. Владимир Путин третьи сутки подряд продолжает отвечать на призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прекратить войну в Украине, которую тот назвал бессмысленной. Путин лично Токаеву тогда ничего не ответил, но продолжает заочно приводить аргументы, почему он не хочет прекращать агрессию против Украины. На этот раз, вручая награды депутатам уходящего созыва Государственной Думы, Путин заявил, что, по его мнению, начатая им и одобренная депутатами и сенаторами война против Украины обеспечила России стабильность и экономическое процветание. Сегодня мы продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России. По темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. Кремль утверждает, что не получал конкретных предложений о прекращении огня в Украине перед встречей президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ спекуляциями. Он также отказался комментировать данные Киева о подготовке к переброске 30 тысяч северокорейских военных в Воронежскую область. Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более чем такие измышления СМИ, средства массовой информации. Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет. Государственное телевидение КНДР показало, как лидер страны Ким Чен Ын отмечает 73-летие перемирия в Корейской войне как победу над Соединенными Штатами. Вместе с женой Ли Соль Джу и дочерью Ким Джу Э он посетил кладбище северокорейских революционеров, погибших солдат и китайских добровольцев, в том числе могилу сына лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна. Пхеньян называет конфликт Отечественной освободительной войной и утверждает, что отразил нападение. Документы ООН и рассекреченные советские архивы свидетельствуют об обратном. 25 июня 1950 года северокорейская армия вторглась на юг. К конфликту привел раздел страны по окончании Второй мировой войны. Корея, аннексированная Японией в 1910 году, после капитуляции империи была поделена по 38-й параллели. Север заняла советская армия, юг — американская. Попытка создать единое государство провалилась. В 1948 году возникли две Кореи. Каждая претендовала на весь полуостров. Москва привезла на север бывшего партизанского командира и капитана Красной армии Ким Ир Сена, поставила во главе временной администрации, помогла подчинить ему партию, силовые структуры и создать армию. Ким добивался разрешения объединить страну силой. Весной 1950-го Иосиф Сталин согласился и предоставил танки, артиллерию и советников. После вторжения вмешались силы ООН во главе с США, затем Китай. Перемирие заключили 27 июля 1953 года. Мирный договор не подписан до сих пор. Власть в КНДР наследуется внутри семьи Ким, но все оформляется партийными решениями. После смерти Ким Ир Сена в 1994 году страну возглавил заранее назначенный преемником сын Ким Чен Ир, а в 2011 его сын Ким Чен Ын. Южнокорейская разведка теперь считает вероятной наследницей Ким Джу Э, однако Пхеньян официально этого не объявлял. Крупнейший пожар в окрестностях Бордо во Франции за ночь почти не продвинулся, но огонь по-прежнему не взят под контроль. Президент Франции Эммануэль Макрон утром провел межведомственное антикризисное совещание, а затем направился в Жиронду. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес после заседания правительства уточнил:
Фронт стабилизирован, но не локализован. Кратко о текущей ситуации. Сейчас в Жиронде бушует беспрецедентный пожар. Он охватил лес на юго-западе страны. Это так называемый конвективный пожар. Фактически он живет собственной жизнью, используя одновременно погодные условия и особенности местных лесов. Его поведение совершенно непредсказуемо. Пожар автономен, сам себя подпитывает и распространяется в разных направлениях. Поэтому взять его под контроль чрезвычайно сложно. 9 из 10 пожаров возникают по вине человека. Сегодня утром на совещании Межведомственного кризисного штаба под руководством президента Республики Силы внутренней безопасности представили нам данные. Среди преднамеренных поджогов более половины носят преступный характер. 5 человек уже находятся в заключении. Они осуждены за поджоги, совершенные в последние недели. Еще 15 человек содержатся под стражей в ожидании суда. Служба Метеофранс прогнозирует с вторника новую волну жары в среду на юго-западе до 40 градусов. С начала сезона пожары прошли уже более 116 тысяч гектаров. Это рекордный для Франции показатель. С прошлой среды в Жиронде выгорели 42 тысячи гектаров. Из опасных районов вывезли 220 тысяч жителей и туристов. Уничтожены около 240 домов. Пожары в Испании. За последние часы пожарным удалось замедлить распространение огня в Авиле и на западе Мадрида. Однако 3 крупных очага остаются активными. Самый опасный фронт огня наступает севернее водохранилища Сан-Хуан. Началась эвакуация Вальдемакеды. Власти пытаются сдержать пламя до возвращения жары и сильного ветра. В Кастильоне пожар по-прежнему не локализован. С начала года огонь уничтожил 172 тысячи гектаров. В 6 раз больше, чем год назад. Погибли 13 человек. Крупнейший пожар в Авиле уничтожил около 50 тысяч гектаров. Премьер-министр Педро Санчес назвал происходящее смертельным проявлением климатического кризиса. По его словам, Испания сталкивается с мегапожарами, которые нагревают воздух настолько сильно, что сами создают ветер, разбрасывают искры на километры и почти не поддаются прогнозированию. То, что мы переживаем, не череда отдельных событий. Как уже говорилось, это наиболее болезненное проявление чрезвычайной климатической ситуации, из-за которой лесные пожары 6-го поколения становятся более свирепыми, волны жары более частыми, а наша территория более уязвимой. Это больше не исключение, это новая реальность. Лето становится все более тяжелым, разрушительным и, следовательно, смертоносным. Поскольку температура будет повышаться и нас ожидает новая волна жары, о чем испанское метеорологическое агентство AEMET уже предупреждает на этой неделе, я хотел бы призвать граждан проявлять максимальную осторожность и принимать все необходимые профилактические меры. Как уже заявили мэр и председатель правительства Валенсии, я призываю людей внимательно следить за информацией и рекомендациями государственных органов. Сразу 2 памятника европейского модернизма получили статус всемирного наследия ЮНЕСКО. К 6 берлинским жилым комплексам начала 20 века добавили лесной поселок Вальдзедлунг-Целлендорф. Это не отдельный объект, а 7-я часть уже существующего архитектурного ансамбля. Район, спроектированный архитектором Бруно Таутом, объединил социальное жилье, принципы города-сада, окружающий лес и необычную для своего времени цветовую палитру. При этом Целлендорф остается жилым кварталом. Сегодняшнее признание подчеркивает международное значение берлинского модернизма и особо выделяет один из лучших проектов Бруно Таута. Его отличают новаторское сочетание принципов города-сада, социального жилья и лесного окружения, а также передовое для своего времени использование цвета. Лесной поселок Целлендорф — не только выдающийся архитектурный ансамбль, но и живой объект всемирного наследия. Здесь существует активное местное сообщество, представители которого ежедневно заботятся о его сохранении. В список ЮНЕСКО также включили исторический центр польской Гдыни, отмечающий столетие. Гдыню практически с нуля построили вокруг нового морского порта. Плоские крыши, закругленные фасады, горизонтальные окна и балконы напоминают океанские лайнеры. ЮНЕСКО признала город одним из наиболее целостных образцов европейского модернизма, созданных за одно поколение. Город стал символом независимой Польши, которая после разделов получила лишь узкий выход к Балтийскому морю и не имела собственного крупного порта. В 1920 году на месте Гдыни находилась рыбацкая деревня с населением около 1200 человек. К началу Второй мировой войны здесь жили уже 120 тысяч. Думаю, модернистскую архитектуру Гдыни действительно сложно оценить, потому что модернизм — один из самых молодых архитектурных стилей, поэтому понять его не так просто. Здесь нет множества декоративных элементов. Вы не увидите богато украшенных зданий со скульптурами, колоннами и так далее. Перед нами
скажем так, строгие здания без каких-либо украшений, предназначенные исключительно для проживания. Гдынский модернизм довольно необычен для этой части Европы. В городе живет почти 250 000 человек. При этом 90% Гдыни было построено за последние 100 лет. Поэтому других архитектурных стилей здесь практически не встретишь. Преобладают модернизм, постмодернизм и неомодернизм. Большинство жителей Гдыни приехали сюда, чтобы строить город. Гдыня — один из немногих польских городов, где до сих пор живет много людей, участвовавших в его строительстве. Поэтому мы чувствуем ответственность за город и ощущаем себя его частью.